Друзья, всем привет, с вами Оракс. Тема сегодняшнего видео – стилизация изображения. Многим наверняка интересно, как можно взять портрет или какое-то изображение человека и привести его к определенному стилю, при этом не жертвуя узнаваемостью, чтобы это изображение оставалось в то же время узнаваемое и с хорошей детализацией. И все это стало возможным появлению Instant ID и IP-адаптеру. У меня уже было видео на YouTube про Instant ID, но там я разбирал чисто общий подход, как вообще пользоваться Instant ID. А вот вариант со стилизацией, сохранением позы, я такого не делал. Я думаю, многим будет интересно, как взять прям вот готовый портрет заказчика и преобразовать его в определенный стиль. Там мультяшки, рисованный, комиксы и так далее. В общем, вообще в любой можно. Эту задачу можно реализовать как в автоматике, так и в Conf.ui. В этом видео вы сможете посмотреть, как это можно реализовать в автоматике, а про то, как это сделать в Conf.ui, вы сможете посмотреть на Boosty. Причем второе видео выйдет прям сразу вот с этим видео, так что если вы это видео видите, то и про Conf.ui это видео уже на Boosty тоже есть. Друзья, если вы случайно попали на это видео и не знаете, о чем здесь идет речь, но хотите научиться вот это вот все делать, то для вас у меня есть специальный последовательный курс, называется он «От новичка до профессионала» по автоматике 4 единицы. В курсе прям последовательно от урока к уроку дается вся информация, которая вам нужна для того, чтобы полноценно пользоваться автоматикой 4 единицы и делать, в общем-то, на нем все, что угодно. В частности, и вот такие вот стилизации или восстановление фотографий. В курсе порядка 30 уроков, но он постоянно дополняется именно полезной информацией, которая вам действительно нужна. И еще в закрытом канале у нас раз в неделю проходят стримы. Так что, если вам это интересно, курс я продаю на сайте stablediv.ru, ссылка будет в описании под этим видео, а также под этим видео будет промокод на скидку в честь 8 марта. Переходите, жду вас на курсе. Ну и давайте сначала немножко теории, поговорим о том, что такое IP-адаптер, что такое Instant ID. Instant ID и IP-адаптер находятся в CTRL-NET, то есть нажимаем CTRL-NET, переходим, и вот они вот, IP-адаптер и Instant ID. Так вот, в CTRL-NET у нас обычно все модели Kenny, Deb, Normal, OpenPose. Это все модели, связанные с подсказкой. А вот модели IP-адаптер и Instant ID – это другие модели, они работают по-другому. Это модификаторы моделей. Вот так вот выглядит схема использования обычного CTRL-NET. У нас есть модель. Дальше клип модели подается на позитивный и негативный промпт. Позитивный и негативный промпт идет уже в CTRL-NET, Positive и Negative. И сюда, опять же, в CTRL-NET подключается модель, в данном случае модель CTRL-NET Tile, и подается изображение. Так вот, CTRL-NET, принимая позитивный и негативный промпт, еще подмешивает модель CTRL-NET. В данном случае Tile считывает промпт с этого изображения и подмешивает его в позитивный и негативный промпт. И смотрите, на выходе у нас из CTRL-NET идет Positive и Negative, то есть позитивный и негативный промпт. Дальше мы его можем пустить куда угодно, то есть мы его подмешали к нашему позитивному и негативному промпту. Но вот IP-адаптер и Instant ID это совершенно другие модели, они совершенно по-другому работают. А вот так вот устроен IP-адаптер или Instant ID, там он тоже похожим образом устроен. И видите, прям из модели идет соединение с IP-адаптером, соответственно, тут в IP-адаптер подключается изображение, модели свои, и получается IP-адаптер модифицирует саму модель, и после IP-адаптера уже модифицированная модель подается в сэмплер. Это очень важный момент. Почему? Потому что обычно мы привыкли, что CTRL-NET работает с подсказкой, но здесь это не так. Здесь CTRL-NET работает именно как модификатор модели. По сути дела, это чем-то очень похоже на обучение лора. То есть вы практически в процессе обучаете лору, и эта обученная лора модифицирует саму модель. То есть лора же подключается абсолютно так же. Она подключается после модели, вот так вот в связке, и идет уже в сэмплер. И здесь тоже что-то похожее. Так вот, IP-адаптер – это модификатор модели, но модифицирует он модель на основе стилей. То есть он изменяет стилевые характеристики модели. И вот если мы возьмем уже Instant ID, то Instant ID предназначен для того, чтобы модифицировать лица. Соответственно, мы в Instant ID подаем определенное лицо на вход вместо стилевого изображения вот такого. И Instant ID уже будет модифицировать эту модель и приводить лица на этом изображении вот к этому лицу, которое мы подаем на вход. Поэтому вроде бы все вот эти модели находятся в CTRL-NET, и кажется, что они должны работать как схожим образом, но это совершенно другие модели, и работают они совершенно по-другому. Теперь давайте перейдем к установке Instant ID на автоматик.
Теперь давайте перейдем на вот этот вот ресурс. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Опускаемся здесь ниже и находим вот этот вот раздел Download Models, то есть где скачать модели и куда их установить. Смотрите, мы скачиваем две модели: IP-адаптер Model и ControlNet Model. Причем нам нужно назвать первую модель IP-адаптер Model вот таким вот названием: IP-адаптер Instant ID SDXL. И вторую модель нам нужно назвать ControlNet Instant ID SDXL. Это вот эта вот модель, которую по вот этой ссылке скачаете. Поместить эти модели вам нужно в папку Models ControlNet. То есть здесь все очень просто. Нажимаете прям вот так вот по вот этой ссылке и сохраняете нужную модель. После этого ее нужно будет переименовать в соответствии вот с этими вот правилами. Нажимаете по вот этой модели и переименовываете эту модель в соответствии вот с этим вот именем. И давайте я вам покажу на своей папке, как у меня установлены эти модели. Видите, папка Models, ControlNet, и вот первая модель Control, нижнее подчеркивание Instant, нижнее подчеркивание ID, нижнее подчеркивание SDXL.SafeTensors. И вторая модель в этой же папке находится: IP-адаптер, нижнее подчеркивание Instant, нижнее подчеркивание ID, нижнее подчеркивание SDXL.bin. После этого переходите в автоматик, и вам нужно обновить ваш ControlNet, если у вас нет вот этих вот препроцессоров IP-адаптера и Instant ID. То есть если что-то нет, это точно нужно обновить ControlNet. Если вы обновляете ControlNet, но у вас не появляется препроцессоров, во-первых, посмотрите на версию ControlNet. У меня на данный момент версия ControlNet 1.1 440, возможно, уже более новая версия ControlNet есть. Но в этой версии эти модели уже есть, и уже можно этим всем пользоваться. Чтобы обновить ControlNet и все доступные вам расширения, перейдите в Extensions и нажмите Check for Update для обновления всех расширений, в том числе и ControlNet. Если у вас не обновляется ControlNet, то, возможно, нужно обновить сам автоматик. Автоматик моей сборки или любой портабельный автоматик обновляется вот таким вот файлом update.bat. Если у вас классический автоматик, то откройте WebUI UseBat, нажмите «Изменить» и пропишите здесь вот такую вот команду git pull, она называется. Нажмите «Файл сохранить» и запустите WebUseBat. Но только так не делайте, если у вас портабельная версия, то на портабельной версии помните, что нельзя запускать WebUseBat, вы просто поломаете себе автоматик, там обновление идет только через update.bat. Автоматическое обновление я вам никогда не советую ставить, потому что бывают всякие разные кривые обновления, и вам придется постоянно разбираться с какими-то проблемами. Лучше обновляйте автоматик, когда у вас на это есть время. Теперь нам нужно выбрать SDXL модель какую-нибудь. Можно выбрать Realvis XL V4, можно выбрать Juggernaut V9, можно выбрать Funris XL, ну или какие-нибудь другие модели, в принципе. Любая подойдет, главное, чтобы модель была именно SDXL. Напишем вот такой вот промпт. Промпт этот я приложу на Boosty. Вот такой вот негативный промпт. Основные настройки достаточно поставить вот такие, может поставить на паузу, их скопировать. Теперь нам нужно перейти в ControlNet, и нам нужна теперь первая вкладка. На первой вкладке нажимаем Instant ID и нажимаем Enable. Здесь выбираем модель Embedding, которая Instant ID, и выбираем модель, которую мы установили, IP-адаптер. Это очень важно, не перепутайте именно Instant ID Embedding и модель IP-адаптер Instant ID. На вход закидываем изображение какого-нибудь портрета, который мы как раз таки хотим стилизовать. Теперь давайте перейдем в ControlNet 2. И в идеале мы сюда должны закинуть опять это же изображение. Но по идее сюда мы можем закинуть и любое другое изображение, с которого мы хотим взять положение глаз, губ, носа, то есть положение лица. Я закину то же самое изображение, которое у нас было на первой вкладке. Но если вы хотите поэкспериментировать, то можете закинуть сюда и другое изображение, какого-нибудь портрета. Но если вы хотите именно стилизовать уже готовое вот это вот изображение, то есть его не менять, а именно стилизовать, то вам нужно на вторую вкладку закинуть прям это же изображение, чтобы его положение, там поза не менялось. Включаем эту вкладку ControlNet, выбираем опять Instant ID, опускаемся ниже и выбираем препроцессор Instant ID Face Key Points, то есть ключевые точки лица здесь будут сдаваться. И, соответственно, модели выбираем Control Instant ID, то есть управляющую модель Instant ID. И теперь переходим уже на третью вкладку. Здесь очень важно именно на третьей вкладке подключать IP-адаптер. Если вы его подключите на второй вкладке или на первой, это все работать не будет. И именно на третьей вкладке должен подключаться IP-адаптер. Нажимаем здесь Enable и выбираем IP-адаптер. Теперь опускаемся ниже и выбираем препроцессор IP-адаптер Clip SDXL плюс Width.
Выбираем модель IP-адаптера, IP-адаптер плюс SDXL. И чтобы скачать модель IP-адаптер плюс SDXL with H, нужно перейти на вот эту вот страницу. Ссылка на нее будет тоже в описании под этим видео. Переходим на нее, выбираем Files and Versions. Переходим здесь в папку SDXL Models. И тут нас интересует вот эта вот модель IP-адаптер plus SDXL with H. Нажимаем по вот этой вот стрелочке и скачиваем эту модель. Эту модель прям с исходным именем, как она называется, нужно поместить вот в эту вот папку, в папку Models Ctrl-Net. После этого она у вас вот здесь вот должна быть доступна. И теперь вот сюда вот вы должны закинуть любое изображение с любым стилем, который вы хотите использовать. Я закину вот с таким вот стилем изображения. И из этого изображения, соответственно, будет браться только стиль. Но давайте здесь опустимся чуть ниже, и мы должны здесь понизить вес этой модели IP-адаптера до 0,5 вот так вот. Этого будет достаточно. Давайте перейдем в первую вкладку Ctrl-Net, и здесь тоже понизим вес модели до 0,8. Перейдем на вторую вкладку Ctrl-Net и понизим здесь вес модели тоже до 0,8. Давайте нажмем Generate, посмотрим, что у нас получается. И вот такое вот изображение у нас получается. Лицо достаточно узнаваемое остается. То есть, в общем-то, как оно было, вот в такой же позе, вот все так же осталось. Здесь только обращайте внимание на то, что если вы берете исходное изображение, с которого берется лицо, оно вот такое вот вытянутое, то изображение, которое вы генерируете, оно, например, квадратное, то лицо вот так вот подрежется. То у нас изображение в данном случае вот подрезалось вот так вот по волосам где-то и вот так вот примерно по шее. Если вам такое не нужно, то изначально подготовьте это изображение в том виде, в котором оно у вас должно быть, либо меняйте вот эти вот разрешения в той пропорции, в которой у вас вот это вот исходное изображение. Детализация здесь такая резкая получается, но если вы хотите изображение более плавное под дальнейший апскейл какой-то с помощью StableSR, например, то вы можете выбрать сэмплинг метод попроще, к примеру, LRA, вот так вот. И вот с сэмплинг методом LRA изображение получается более плавное, более мягкое, но стиль в любом случае прослеживается тот, который мы изначально заложили. Давайте я еще раз прокручу настройки. У нас SDXL модель выбрана, у нас позитивный, негативный промпт задан, у нас вот такие вот настройки. Если мы хотим помягче LRA, если мы хотим более детальное изображение с такой шагренью небольшой, то выбираем DPM++ 2 mKeras. Размер изображения 1024 на 1024, CFG 7. Если выберем CFG Scale меньше 7, то изображение будет не такое цветастое, чуть-чуть побледнее, чуть помягче. Ctrl-Net у нас, первый Ctrl-Net это Embedding при процессоре Instant ID, и модель у нас IP-адаптер Instant ID. Вторая вкладка Ctrl-Net это у нас Instant ID опять же выбран, при процессоре Instant ID Facecale Point, то есть ключевые точки лица. И модель у нас Instant ID Control называется. И только на третьей вкладке мы загружаем стиль. Это очень важно именно на третьей вкладке. Сюда подкидываем стиль, выбираем IP-адаптер, выбираем вот этот вот препроцессор и вот эту вот модель. Давайте я загружу сюда другой стиль, покажу, что работает не только один вот этот стиль, а, например, даже вот такой вот стиль будет работать. Все, что мне нужно сделать, это только закинуть сюда другое изображение с другим стилем. Я даже промпт менять не буду, вот как здесь оно есть, так и есть. И обратите внимание, здесь в промпте я не указываю мужчина, женщина, именно character, персонаж и все. Пол возьмется в зависимости от того, как IP-адаптер и Instant ID проанализируют входное изображение. Нажмем Generate. И с этим стилем у нас получается уже вот такое вот изображение. И обратите внимание, что здесь именно вот в IP-адаптере нужно сильно так понижать вес модели, потому что IP-адаптер тоже начинает вмешиваться в генерацию изображения. И если вес будет сильный, то изображение будет не очень качественное, то есть будут всякие лишние объекты, артефакты на изображении появляться. И давайте еще, кстати, посмотрим на вот эти вот изображения, что у нас здесь снизу. Первое, это у нас работа Instant ID Embedding. Второе изображение – это работа Instant ID Control. Здесь задается у нас положение носа и положение, в общем-то, головы. Если мы сюда на вторую вкладку закинем какое-то другое изображение, то у нас уже вот этот вот Instant Control отработает по-другому, и, допустим, лицо может быть чуть меньше или чуть больше на изображении. То есть будет какая-то смена вот этой вот позы, более глобальная. У нас в любом случае есть смена позы, да, обратите внимание. Но вот, в принципе, как бы лицо, оно занимает то же самое положение, что и здесь. И положение лица, в общем-то, то же самое. Само тело, да, немножко развернуто. Если у нас Instant ID Control будет сдавать эту карту чуть меньше, ну, то есть по другому изображению, да, то у нас, соответственно, уже поменяется более глобально все. И третье изображение – это стиль, который мы загрузили в IP-адаптер.
на выходе вот такое-то изображение. И поскольку что Instant ID, что IP-адаптер – это такое мгновенное почти обучение лора, то мы можем загружать не одно изображение. И у нас тут есть вкладка Single Image, это как мы сейчас пользуемся этим. Есть вкладка Batch, но это нам тоже не нужно. Есть еще вкладка Multi Inputs. Сюда мы можем загрузить сразу несколько изображений. Нажмем Upload Images. И вот с таким вот стилем я сгенерировал много изображений, и я могу, в принципе, несколько изображений выбрать, например, вот такое, вот такое, вот такое, и нажать «Открыть». И все эти изображения у нас загружаются вот сюда вот. И теперь давайте сгенерируем еще раз. Если у вас какие-то ошибки, то обязательно посмотрите в консоль. Может быть, у вас видеопамяти не хватает, может быть, у вас оперативной памяти не хватает. Оперативной памяти здесь тоже нужно достаточно много, потому что загружается аж 3 модели, 2 модели ControlNet Instant ID и одна модель IP-адаптера. Они все весят немало. И еще модель SDXL, она тоже весит немало. Поэтому оперативной памяти нужно достаточно много. И вот на основе multi-inputs, вот этих вот всех изображений, которые мы сразу загрузили, у нас получается вот такая вот генерация. Сюда в multi-inputs вы можете загружать вообще изображения разного стиля и, в общем-то, такое смешение делать разных стилей. Но, на мой взгляд, лучше работает, когда вы загружаете изображение одного стиля, так же, как вы обучаете лору. Если вы лору обучаете, наверняка вы в одном стиле изображений подкидываете. Поэтому тут есть какой-то смысл, то есть более четкое исследование стилю. И по аналогии с IP-адаптером мы можем перейти на первую вкладку Instant ID, именно там, где у нас загружена модель препроцессора Embedding и модель IP-адаптер Instant ID. И сюда мы тоже можем загрузить не одно изображение лица, а несколько. Тоже можем перейти в Multi-Inputs и загрузить несколько моделей лица. То есть логика здесь получается та же самая, это обучение как бы модели прямо при генерации на нескольких изображениях. С этим можете поэкспериментировать сами. Вот, какого-то прям сильного качества, сильного улучшения особо не будет, но, возможно, будет немножко более узнаваемое лицо, потому что, опять же, тут есть разница. Вот, бывают фотографии, из которых лица хорошо узнаются, бывают фотографии плохого качества, и с них лица, конечно же, узнаются хуже. Поэтому, если вы загрузите больше изображений, возможно, у вас получится стилизовать изображение и, в общем-то, можно сказать, даже его восстановить более качественно. Еще раз напомню, что видео про Instant ID и стилизацию портретов в Conf.ui будет на Boosty. И видео про Conf.ui будет доступно сразу же с выходом вот этого вот видео. Поэтому, если вам интересен Conf.ui, переходите на Boosty. Опять же, больше ссылок, больше исходных генераций, больше промптов я прикладываю всегда, опять же, на Boosty. Здесь в YouTube, в общем-то, приложить всех этих файлов не представляется возможным. Друзья, ну еще раз вам напомню про последовательный системный курс по автоматику, который вы можете приобрести на сайте stablediff.ru с моей поддержкой, с моими стримами и в честь 8 марта со скидкой. Ссылка на курс и на скидку будет в описании под этим видео, так что переходите и жду вас на курсе. Также обязательно заходите на наши ресурсы, большой телеграм-чат, где вы можете пообщаться с единомышленниками, поделиться своими промптами, поделиться своими генерациями. А также ссылки на наши каналы есть в ВК и в Телеграме. И на этом все. Всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока.